Всем привет, меня зовут Каргин Стас, в народе известный как Вейдер. Я геймдизайнер проекта World of Tanks, и сегодня я расскажу вам об обновлении 0.9.2. Что нас ждет в этом обновлении? 0.9.2 не является самым большим в нашей истории. Туда попали мелкие правки, исправления по картам, правки по балансу, несколько HD-танков и так далее. Какие результаты тестирования укрепрайонов? Результаты тестирования укрепрайонов на общем тесте в целом положительные. По результатам мы изменили формат боев в вылазках. Для 6, 8 и 10 уровней, соответственно, это будет 7 на 7, 10 на 10 и 15 на 15. В остальном все остается без изменений. Каких танков коснулись балансные правки? Мы переработали достаточно большое количество техники. В частности, это коснулось Waffentrager E100. Там мы работали как раз над барабаном, который всех уже откровенно достал. Мы столкнулись с достаточно тяжелой проблемой, но в целом мы нацелены на результат и хотим машину туда доработать до идеального состояния. Мы отпилим ей один снаряд из барабана. Конкретно по 183-му мы столкнулись с проблемой премиум снаряда. Он имел достаточно большое пробитие, и игроки стали его использовать чаще, чем мы ожидали. Поэтому как раз ребаланс коснулся только голдового снаряда. Мы немножко снизили пробитие. На 9-м уровне мы перебалансировали М46 Patton и ВК-4502 тапок. Эти машины достаточно давно у нас в игре находятся, давно к ним не прикасалась рука баланса, они потеряли свою актуальность с некоторым временем, поэтому мы на них обратили наконец-то внимание. М46 Patton получил немного стабилизации, немного точности, немного сведения, то есть мы ему на орудие в основном делали упор. Если же смотреть на тапок, то машина с самого начала закладывалась как тяжелая бронированная, но со временем она теряла свою актуальность, и мы как раз были нацелены на то, чтобы вернуть ей немного бронирования, пересмотрели ей лобовое бронирование, пересмотрели ей бронирование башни точно так же. То есть машина в целом должна получить вот именно то, что мы хотели от нее. Также мы обратили свое внимание на Waffentrager 4. Эта машина сейчас набирает слишком большую динамику популярности. Нас это немного пугает, поэтому мы заранее решили принести какие-то правки в эту машину. Собственно, коснулось это в основном орудия, потому что сейчас в этой машине самый большой урон за минуту, и мы как раз работали с временем перезарядки. На 8-м уровне изменения произошли с Т-44. Также коснулось это Rheinmetall Борзига немецкого ПТСА 8 уровня. Мы точно так же играли со временем перезарядки. Т-44, в принципе, исповедует ту роль, которую мы в него закладывали. Это достаточно бодрый СТ, такой гусарского, скажем так, плана. И все, что ему не хватало, это как раз времени перезарядки. И если смотреть на Rheinmetall Борзиг, то там проблема, в принципе, такая же. То есть, в принципе, машина достаточно сложная в освоении. Она картонная, она светится, но вот именно ее высокий темп стрельбы позволял ей сейчас играть, скажем так, не ту роль, которую мы в нее закладывали. И, соответственно, у Борзика мы играли, опять же, с временем перезарядки, но в другую сторону. Также мы немножко пробежались по неактуальным веткам, скажем так. Это советский ПТСАУ с объектом 263 в конце и немецкий СТ с Леопардом точно так же в конце. Там мы играли, опять же, с временем перезарядки, немножко всем улучшили комфорт стрельбы, скажем так. В обновлении 0.9.2 попало несколько HD-танков переработанных. Это советский тяжелый танк ИС, советская ПТСАУ Су-100, немецкая ПТСАУ Штурмгешутц 3 и британский Черчилль. Были ли переработаны карты? Да, в 0.9.2 было переработано несколько карт. В основном это внесение каких-то геймплейных правок или балансных, опять же. Это коснулось карта Эль-Халуф, Песчаная река, Утес, Скрытая деревня. Из интересного также мы на карте Камарин переделали уровни боев. Теперь туда старшие танки попадать не будут. И мы добавили Прохоровку 2, скажем так. Это обновленная Прохоровка с новыми эффектами, с новым дизайном, с дымами, с пушками, взрывами и так далее. Что еще было сделано? В обновлении 0.9.2 попало достаточно большое количество мелких правок, которые в основном нацелены на оптимизацию и ускорение работы клиента. Одно из главных изменений — это отображение HD-танков на 3D-сцене. Мы немного пересмотрели свое отношение к этому. Мы понимаем, что игроку, в принципе, важно видеть свой танк в HD-качестве, но игрок точно так же не понимает разницы между HD-танком и обычным танком в своем прицеле. То есть, в принципе, когда он целится во врага, главное ему нанести урон, подумать, как ему стрельнуть, но не о том, как этот танк выглядит или не выглядит. При этом HD-танки, опять же, при массовой загрузке на карту достаточно сильно грузили систему.
Вот, поэтому мы отключили отображение HD-танков на 3D-сцене, оставили отображение HD-танка только для самого игрока. Также в 0.9.2 мы добавили в меню настроек отключение прозрачности листвы. Это было сделано для того, чтобы, опять же, дать слабым машинам прирост производительности, потому что листва, особенно прозрачная, она давала достаточно большие просадки иногда на некоторых конфигурациях. И, собственно, вот в этом направлении мы тоже поработали. Более подробно обо всех изменениях смотрите в будущем обзоре обновления 0.9.2. 9.3 мы сейчас работаем над огромной пачкой танков. Это новые ЛТшки, американские, советские и немецкие.